Автоматический диспенсер для мыла на атомном реакторе. Очень живучий экземпляр. На самом деле, конечно, у него стоит обычный литиевый аккумулятор, но меня искренне поражает то, как долго он работает на одном заряде. Причем это у нас сенсорная модель, то есть датчик потребляет энергию даже в режиме ожидания. Тем не менее, в моей небольшой семье, состоящей из 3 человек, диспенсер трудится на одном заряде уже более 6 месяцев. И судя по всему, это еще не предел. Он мне так понравился, что недавно был куплен еще один, который я поставил на кухне. Ну и это, собственно, меня побудило снять небольшой видеообзор, так как хочется поделиться с вами информацией о удачной модели. Ну и, собственно, небольшая предыстория, да, захотелось мне купить себе в ванную сенсорный дозатор жидкого мыла, или даже лучше диспенсер, который превращает его в пену. Начал я читать отзывы на различные Midea, Baseus, прочие бренды, и периодически натыкался на отзывы, что мрут эти девайсы чуть ли не через месяц, ну а если повезет, то через 3. При этом как бы стоят они немало, по факту обычный Китай. Ну и тогда я решил взять что-то совсем недорогое, no-name, посмотреть, как работает, определиться, нужно ли моей семье вообще такое устройство. Выбирал чуть ли не наугад, ориентировался на общие положительные отзывы, количество заказов, ну и немного на внешний вид. И дабы не тянуть интригу, скажу, что диспенсер мне очень понравился. Заряжал я его всего один раз, сенсор отрабатывает очень четко, пена получается отличная. К самому жидкому мылу он не привередлив, пробовал я как бы самые дешевые варианты из супермаркета, и консистенция пены получается всегда идеальной. Сейчас у меня дома уже 2 таких диспенсера, но планирую заказать еще несколько штук, чтобы уже раздарить родственникам на какие-то праздники. Ну а теперь давайте посмотрим на это чудо поближе и, конечно же, разберем. Коробочка, кстати, вполне заурядная. Информации о производителе нет, это типичный no-name. Толщина картона оставляет как бы желать лучшего. В отзывах к товару я встречал негативные моменты из-за повреждения товара в дороге. Поэтому обязательно проверяйте товар на почте, и желательно с видеосъемкой. Тогда без проблем вернете деньги, если вдруг девайс повредят при доставке. В моем же случае, как в первом, так и во втором, в принципе, все пришло целым. Даже коробка, как видите, не помята. Ну, все же за последние годы качество доставки улучшилось. По крайней мере, такого трэша, как 5-7 лет назад, я уже как бы не наблюдаю. Ну что ж, на коробочке изображена модель. Также указано вот такое преимущество, что быстро выдает пену, быстрый сенсор, 0,25 секунд, четверть секунды. Проверить, конечно, это невозможно, но пена при приближении выдается действительно моментально. Также в качестве преимуществ указана защита от брызг, собственно, логично для девайса, который живет около крана с водой, и прочный мотор. В комплекте у нас были только инструкция и USB кабель для подзарядки. Возможно, даже это не он, потому как я всего один раз зарядил и еще ни разу мне больше не понадобился. Здесь же у нас есть технические характеристики, собственно, если интересно, можете ознакомиться. Ну, что здесь основное, да, это то, что сенсор срабатывает за 0,25 секунды, расстояние срабатывания до 7 сантиметров, время выдачи пены 1 секунда и емкость у нас 350 миллилитров. Есть у нас водозащита IPX4. Ну, такая вот инструкция. Ну а теперь давайте смотреть на диспенсер. Дизайн интересный, впишется в любое помещение. Зеленый я покупал первый, он уже работает более 6 месяцев. Белый более новый, работает около 4 месяцев. Ну и так как в зеленом как раз закончилось мыло, то его мы будем сегодня разбирать и смотреть что да как. Ну а белый у нас с мылом, поэтому будем запускать и смотреть, какую пенку он дает. Собственно, ну давайте и посмотрим. Значит, как он работает. Да очень просто. Просто подносите руку и получаете такую вот порцию густой воздушной пены. Консистенция может отличаться в зависимости от залитого мыла. Я заметил, что более дешевое мыло получается более жидким. Ну, пользоваться одинаково мне удобно как одним, так и другим. Кстати, порцию регулировать нельзя. Всегда дает одинаково.
Вот такой вот примерно объем. Колба вмещает 350 мл жидкости. Мыло, естественно, нужно лить не чистое, а размешивать с водой. То есть одна часть жидкого мыла и еще две части таких же воды. Удобно делать по разметочке. Налили 100 мл мыла, налили еще 200 мл водички. Далее просто перемешать. Я, допустим, тщательно взбалтываю на протяжении 30 секунд. Разъем для подзарядочки разместили в верхней части. Вчера, когда делал разборку, заглушечка где-то затерялась. Нужно обязательно найти, иначе контакты будут окисливаться. Здесь вот можем посмотреть, что заглушечка на месте. Она закрывает, все хорошо. Далее, кнопка включения, как видите, сверху. Она один раз нажимаем, включается. Еще раз нажимаем, отключается. Так, это у нас включено, и это у нас выключено. То есть, если уезжаете на несколько дней, лучше отключать, так как в режиме ожидания сенсор понемногу потребляет заряд. Сенсор расположен сразу за носиком, в интуитивно понятном месте. То есть, тянете руку, и сенсор определяет движение. Расстояние, кстати, обнаружения 7 сантиметров. Это ни много ни мало, это в самый раз. Если захотите протереть, вот я включил, сейчас сенсор работает. Если захотите протереть поверхность около диспенсера, то сенсор уже не будет ложных срабатываний. В то же время, если вам нужно помыть руку, вы подносите ладошку, и у вас вот все, свежая порция пенки готова. Давайте выключим, посмотрим, что у нас внутри. Внутри у нас, собственно, насадочка, силиконовая трубочка и насадочка для создания пены. Проходя через эту насадку, мыло чудесным образом превращается в пену. Кстати, будьте очень внимательны, не переусердствуйте при затягивании емкости на резьбе. Она очень хрупкая, как видите, вот у меня она уже повреждена. То есть я затягиваю поплотнее, пытался затянуть, не знаю зачем, услышал хруст, и как оказалось, я просто сорвал резьбу. На работу это никак не влияет, то есть даже если вы просто приложите емкость, она будет держаться. Но, конечно, это не очень надежно, и такое вот все-таки механическое повреждение есть. Кстати, здесь же, если расковырять иголкой вот эти вот резиновые черные заглушечки, можно обнаружить винтики и разобрать устройство. Например, для замены аккумулятора или ремонта, если, не дай бог, он вам потребуется. Разбирать мы, конечно же, будем, ведь интересно. Но я разобрал с другой стороны, я снял верхнюю крышку, которая крепится на защелках. Сверху сразу видно плату и кнопку, корпус которой уже начал покрываться коррозией. Все-таки влажность в ванной комнате большая, металлические элементы будут неизбежно ржаветь со временем. Плата с обратной стороны, здесь расположен сенсор, мозги и через двухпиновые разъемы подключены аккумулятор и двигатель. Аккумулятор типа размера 18650, он в термоусадочной пленке. Когда выйдет из строя, самостоятельно заменить не составит труда, если вы хотя бы раз в жизни держали паяльник. Пленку расковырял, думал, может, увижу производителя или какую-то полезную информацию, но нет, аккумулятор без опознавательных знаков. Судя по тому, что диспенсер пенит уже 6 месяцев, то довольно неплохой. А вот так выглядит блочок, который состоит из двигателя и компрессорной части. Электродвигатель расположен в нижней части. Вращаясь, он двигает резиновые мембраны вверх-вниз, создавая давление воздуха в нужных трубках. На этом, собственно, и все. Разборка показала, что внутри все сделано довольно неплохо. Корпус герметичен и жидкость не попадает на плату. При необходимости можно запросто заменить аккумулятор или провести какой-нибудь несложный ремонт. Проблем быть не должно. Как видите, no name не всегда означает что-то плохое и некачественное. Оба диспенсера отлично работают, и теперь я даже не понимаю, как обходился без этих простых, но очень полезных устройств. Ребенок тоже оценил пенку и, по моим наблюдениям, стал гораздо чаще мыть руки, что считаю главным успехом. Друзья, ставьте лайки, или если видео вам не понравилось, то ставьте дизлайки. Ваша реакция для меня очень важна. А также прошу еще раз подписаться всех на канал, так как я заметил по статистике такую тенденцию, что большинство просмотров
идет моего канала именно без подписки. То есть вы смотрите мои ролики, но не подписываетесь. Подписывайтесь на канал. Это будет мотивировать меня снимать новые видео и также будет помогать алгоритмам YouTube продвигать мои уже снятые видео, чтобы их больше показывало в выдаче и могло посмотреть как можно больше людей. Собственно, на этом все. С вами был Злой. До новых встреч.